Всем привет! Продолжаем рубрику «Интернет-рецепты разных стран». Сегодня мы с вами приготовим торт. В интернете огромное количество рецептов, но этот просто вишенка на торте. Спорим, вы на такое не решились бы? Сопротивляться чарам тайваньского торта Кастелло невозможно. Он манит, чарует, притягивает и ждет удачного случая вынудить порядочного человека потолстеть. Поэтому, если ты порядочный и боишься потолстеть, то просто займись просмотром нашего видео, развивая силу воли. А остальным рекомендуем приготовить вместе с нами бархатный, влажный и воздушный торт из Тайваня. Итак, нам понадобятся такие ингредиенты: 200 мл молока, 200 граммов сливочного масла, 200 граммов муки, 200 граммов сахара, 12 желтков, 12 белков и экстракт ванили. Берем самый доступный нынче продукт – яйца. Они обязательно должны быть комнатной температуры. Наша задача – тщательно отделить белки от желтков, ведь нам нужна идеально высокая пена. Вы знаете, что если попадет в белок хоть немного желтка, то эта задача усложняется. Кладем масло в сотейник, заливаем его молоком и растапливаем, не доводя молоко до кипения. Просеиваем муку, соединяем ее с теплой сливочной массой и перемешиваем. Теперь добавляем в смесь желтки. Рекомендуем добавить еще ванилин, чтобы убрать яркий запах яиц, и все перемешиваем. Исходя из нашего опыта, мы белки начинаем взбивать на теплой водяной бане. Главное уследить, чтобы белок не свернулся. Поэтому, как только он стал теплым, снимаем его с водяной бани и взбиваем миксером. Сначала на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. Сахар добавляем в несколько этапов. Пару щепоток сухой лимонной кислоты только улучшат результат, и пена будет более послушной и устойчивой. Белок взбиваем 5-7 минут. Мы довели его до состояния твердых пиков, хотя допускается смесь и более мягкая. Соединяем белую и желтую массы. И все перемешиваем. Вот такое воздушное тесто должно получиться. Далее делаем надрезы на пергаментной бумаге и застилаем ею нашу форму для выпечки. Выливаем тесто, разравниваем его лопаткой и немного трясем. Посудину с тестом помещаем в другую форму и добавляем воду 80 градусов. Отправляем наш пирог на водяной бане в духовку на 2,5 часа при температуре 150 градусов. Через час обязательно проверяем готовность пирога зубочисткой, так как у каждого своя капризная духовка. Вытягиваем торт и снимаем бумагу. Остывая, пирог немного осядет. Но не расстраивайся, ведь он уже гипнотически смотрит на тебя и коварно по-джентльменски шепчет: «Ты лучший человек в мире. Я создан только для тебя. Возьми кусочек». Один из вариантов – дополнить мой изумительный вкус сгущенкой. А сейчас попробуй меня с сиропом агавы или медом. А как тебе кусочек Кастелло с шоколадным ганашом? А вот от этого вкуса ты потеряешь дар речи. Хлопковый пирог с шоколадной пастой. Что можешь сказать о сочетании торта с сорбетом из вишни? Но самый лучший вариант – это съесть меня
без топпингов. Я безупречно вкусный и самодостаточный. А ты ему: Костелло, что ты делаешь? Пойми, мне нельзя. Что скажет мой тренер, мои друзья, люди, в конце концов, когда я выйду на улицу? И в это время отщипываешь еще кусочек вкуснейшего тайваньского торта. В безумной любви к тортам забыла напомнить. Подписывайся на наш канал. Если на вас не сойдутся любимые джинсы, знайте, во всем виноват Костелло. Приятного аппетита и до вкусных встреч!